Так, вы у меня спрашивали, отмечают ли у нас сегодня в городе День города. Ну вот я вижу, люди отмечают День прапора. У нас еще сегодня День прапора. И люди поодевали вышиванки и такими вот группками перемещаются по городу, фотографируются на фоне флага. Кстати, я сейчас иду. У меня должна быть встреча с моей подписчицей. Я обещала, что приду в среду в 12 часов. Но у нее что-то отключен телефон. Я думаю, пока я дойду, она уже включится. По крайней мере, я на это надеюсь. Как раз сейчас пройдусь по городу и посмотрю, будут ли какие-то мероприятия в честь Дня города. Пока что видела только в День прапора людей. Может быть, они День города сразу отмечают, не знаю. Но, естественно, никаких концертов не будет, потому что война. Машины несутся, как угорелые. Через дорогу переходить очень сложно. Сейчас пройдусь как раз по Сумской, посмотрю, что там, и выйду к площади. А мне нужно было сегодня в сторону Сумского рынка. Может быть, не знаю, может быть, что-то со связью. Такое было вчера. Мне не мог никто дозвониться, поэтому, возможно, еще сейчас я просто не могу дозвониться ей. Елена, если вы смотрите это видео, напишите или позвоните мне хотя бы, что с вами все в порядке. Я уже переживаю, чего у вас телефон выключен. В городе очень много полиции, наверное, чтобы контролировать порядок. Ну и до войны было очень много полиции на праздники. За порядком следить надо, я согласна. Здесь только что играли музыканты, но когда уже вышла я из перехода, они пьют водичку, временно отдыхают. Так что без музыки. Я хотела вам заснять, как они играют. Ну, у них отдых. Здесь были посажены молодые деревца. Такие вот. И я не пойму, что случилось. Это вследствие войны. В общем, они почти все уничтожены, вырваны, спилены, нету их. Здесь вот одно еще стоит, а этих всех нет. Либо они пропали, либо их спилили, не знаю, что случилось. Жалко. Так, ну, я хочу сказать, я сейчас на площади, и, естественно, здесь нет никаких мероприятий, потому что идет война. У меня такое какое-то двоякое чувство сейчас. С одной стороны, я в своем любимом родном городе. С другой стороны, осознание того, что за моей спиной разрушенное здание областной администрации. Простите, я заговариваюсь. И вообще, когда видишь разрушенные здания, а те, которые даже не разрушенные, уцелели, они с заколоченными окнами. Я вам не могу передать, вот какие чувства наполняют меня в этот момент. Это очень странное чувство. Горести, смешанная с чувством несправедливости, смешанная с растерянностью. Но я ни о чем не жалею. То, что я никуда не выезжала, и то, что я остаюсь в родном городе. Я уверена, то, что я сниму для вас ролик о наступлении долгожданного мира. Кстати, здесь свадьба сейчас. Вот люди решили, это уже не одна. Я видела свадьбу военного минут 10 назад, а тут сейчас свадьба, ну, по крайней мере, люди
не в военной форме, а в платье, в костюме мужчина, жених. Вот, не знаю, видно вам? Ну, вот так вот. Вот так вот как-то сегодня. Я прошлась, сейчас побегу к семье. Буду всех кормить сегодня борщом. Представляете, я сварила борщ. И борщ я варю всегда вкусный. Так что вот так вот. Не забывайте поставить под видео лайк, подписаться на канал, кто еще не подписался, чтобы следить за нашей жизнью. Скоро новый сезон. Наступает осень, и у нас новый сезон съемок. Здесь поничек вывели. Все-таки ощущение праздника так немного присутствует. Вот смотрите, поняшки такие крылатые, шарики, лошадки, единорожки. И там тоже поняшки. Но никто их не берет. Вот так вот. Здесь свадьбы, люди в вышиванках. Свадеб сегодня очень много. Они тут любят так фотографироваться. Там мое любимое дерево. Иду к своему дереву. Вот он, мой любимчик. Это дуб, которому уже более 500 лет. Он 1517 года. Это все вычисляется. Еще раз отвечаю, наверное, на вопросы, которые возникнут под видео. Кто же посчитал, сколько ему лет? Ну, по кроне дерева вычисляют. Вот он такой красивый дуб, могучий. Сколько он видел за эти годы, за эти столетия. Сколько он видел людей здесь мимо ходящих, войн, революций. Все проходит. А дубы стоят, все видят и все помнят. Здесь рядом с ним тоже такой. Но этот, видите, за решеткой. А да, к этому я смогу прикоснуться. Я, кстати, часто его обнимаю. Хотя по газонам ходить нельзя. Но ничего страшного, если я 2 минутки постою и подумаю без камеры. Окна сделали. Я вам как-то показывала это здание. Оно без окон. Может быть, месяц назад. Смотрите, все вставили. Это там, где была шоколадная майстерня Львівська, по-моему. Ну, что-то такое. Потому что это дом, ну, кто смотрит, следит за моими роликами регулярно, тот помнит. Он 1824 года. Здесь были торговые приміщення и склады. Архитектор Чернышов. Ну вот, начинают что-то делать уже, слава богу. Я присела на 2 минуточки. За мной вот такой вот замечательный фонтанчик. И, не знаю, будет слышно мой голос, не будет слышно, но, по крайней мере, я попробую. Он так немножко шумит. Кстати, здесь, когда только вот это построили, открыли еще при прошлом мэре, то здесь были 2 черных лебедя. Я даже фотографировала, не знаю, осталось у меня это видео где-то, может быть, в Инстаграм. Очень красивые были лебеди, пара, и они так мило здесь плавали. Ну, сейчас, естественно, война, и я думаю, лебедей куда-то перенесли в более укромное место. Возле меня села прям ворона и совершенно не боится. Ну да ладно. Знаете, еще о чем хотела сказать, прочитала ваши комментарии. Еще не все, но спасибо большое за комментарии, спасибо за слова поддержки, спасибо большое за поздравления с Днем города и с Днем флага, с Днем прапора. Многие поздравляли. Спасибо большое, взаимно. Вас также еще раз поздравляю. Один человек написал такой комментарий, над которым я сейчас шла и думала, действительно это ж так и происходит. Он говорит, а как же 50-е, 80-е годы 20 века дети ездили не пристегнутые в машине, никто не поубивался и из кабины не вылетел. Ездили в послевоенное время просто в грузовиках, таких еще
знаете, с деревянными кузовами. Просто набивались туда дети, ехали в школу, ехали просто куда-то по делам с родителями. Никто не выпадал без автокресел, никто не покалечился. А сейчас мы так переживаем. Хотя переживать надо за совершенно другие вещи, чтобы не было войны. Друзья, всем хорошего, доброго, тихого вечера и сладких снов. Кто будет смотреть это видео уже перед сном.